Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. А моим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов отдельный привет, слова благодарности, моя большая группа поддержки. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже давным-давно не работали, да. Ниточки эти, смотрите, называются они, кому интересно, да, Yarnard Jeans. Здесь получается в составе 50% хлопка, 45% полиакрила. И советует нам производитель брать крючок 3,5 мм. Так, в 50 граммах 160 метров. Вот, я беру, получается, крючок 3,5 миллиметра, как советует производитель. Вы можете брать такую же пряжу, можете брать любую другую пряжу. Узорчики настолько универсальные, что под любую пряжу подходят. Самое главное, смотрите номер крючка, который вам советуют. И все. Итак, узорчик сегодня несложный. Вы можете брать 2 цвета, можете брать 3 цвета, 4, можете брать один цвет на ваше усмотрение. Здесь вас никто не ограничивает, вы большие дизайнеры. Ну что, свяжем? Давайте. Так, я вот начну с такого нежно-молочного цвета. Смотрите, по узорчику, раппорт сегодняшнего узорчика у нас будет равняться 7 петелек. Я наберу, получается, 4 раппорта, да, это будет 28 петелек, еще дополнительно 2 петельки, итого 30 петелек, чтобы у нас узорчик ровненько закончился. А вы набирайте, сколько вам будет удобно. Итак, для начала, как всегда, петелька фиксации. Мы ее при наборе петелек не считаем. А теперь 30 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. Вот наш будущий образец. Теперь делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Это столбик с накидом. Накид в следующую петельку цепочки точно так же нырнули, провязали столбик с накидом. Накид. И в следующую, и во все последующие петельки цепочки, да, вот в эти косички, мы ныряем, провязываем столбики с накидом, сами себя контролируем. Если я набрала 30 воздушных петелек, у меня должно получиться 30 столбиков. Вот эти вот первые 3 петельки подъема, это имитация столбика, мы считаем за столбик с накидом. Итак, раз, два, 3, 4, 5, 6 столбиков я провязала. Теперь я провязываю еще 24 столбика. Вы провязываете, сколько у вас столбиков. Встречаемся в конце ряда. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, вот смотрите, мы провязали, получается, наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. И здесь, в последнем столбике, я хочу присоединить новую ниточку. Если вы вяжете одной ниточкой, вы продолжаете просто дальше. А я буду присоединять. Каким образом происходит присоединение? Итак, смотрите. Последние 2 петельки столбика, то есть я петельку одну распускаю. Последние 2 петельки столбика, неважно какого, столбик с накидом, с двумя, с тремя накидами. Самое главное, 2 последние петельки вы провязываете новой ниточкой, так вы вводите новую ниточку в вязание. Смотрите, ряд закончился еще молочный, да, но в процессе вязания уже розовенькая есть. Далее что мы делаем? 3 петельки подъема, раз, два, три, подтягиваем вот эту вот молочную ниточку, поворот. И теперь смотрите, пропускаем, получается, 2 столбика, в третий столбик ныряем, провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Далее воздушная петелька и переключаемся в следующий столбик. В следующий столбик провязываем точно так же 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Ну, как бы вот такой вот веерочек, разделенный на 2 части. Далее воздушная петелька. Смотрите, пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. В шестой столбик ныряем, провязываем точно так же. 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Воздушная петелька и в следующий столбик. Тоже 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Сделали воздушную опять петельку
И опять пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять. И в шестой провязываем точно так же. 3 столбика с накидом, воздушная петелька, 3 столбика с накидом. И так до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда, сколько вы здесь набрали столбиков. А в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали наши веерочки. Так. И я оставила, вытянула петельку и оставила с этой стороны розовую ниточку, переключаюсь на молочную. Понятно? Для того, чтобы нам ниточку не резать, у нас будет один ряд одним цветом, второй ряд вторым цветом. И они так будут чередоваться. И чтобы мы постоянно не делали, не отрезали ниточку, мы ее будем вот так вот провязывать. То есть возвращаемся сейчас к правой стороне, к началу ряда. Итак, смотрите, что мы делаем. Мы ныряем вот в верхушку нашего столбика самого первого. Так. И протягиваем петельку. Аккуратненько. Сейчас сориентируемся. Протягиваем петельку. Это будет как бы наша соединительная петелька для нашего узорчика. Вот так вот. Далее 10 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, вот узорчик перед нами. Далее что делаем? Смотрите. Идем чисто вот только по молочному ряду. Пропускаем розовый. Вот помните, у нас было 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, 5. Так вот, за третий вот так вот беремся. Видите? И провязываем соединительную петельку. И у нас как бы формируется вот такая вот дуга. Видите? Она как бы находится перед розовым вот этим вот веерочком. Опять 10 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И опять переключаемся через весь веерочек. Вот наши 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, 5. К третьему столбику вот так вот присоединяемся и провязываем соединительную петельку. Оп. Понятно? И так далее до конца ряда. Угу. И получается у вас вот такая вот дуга, арочка формируется. Давайте. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы наши арочки провязали. И далее присоединяемся вот к белому, да, к молочному ряду, к нашему первому ряду. Точно так же просто делаем соединительную петельку. Раз, и сразу же провязали. И точно так же петельку сделали, вытянули. Понятно? То сейчас будем переключаться на розовую ниточку. Итак, поворот. Молочную не трогаем. Берем только розовую. Итак, розовой мы делаем 3 петельки подъема. Одну петельку мы уже с вами сделали здесь, да, помните? 2, 3. Далее, смотрите, переключаемся на наш веерочек, а именно в центральную арочку. Но не просто в центральную арочку. Мы, получается, захватываем, вот в данном ряду, сзади захватываем вот нашу арочку из молочной ниточки. Понятно? Захватили и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два. Сейчас покажу, что получится. 3. Далее воздушная петелька. И опять сюда же нырнули и провязали еще таких же 3 столбика с накидом. То есть точно такой же веерочек. Раз, два, 3. То есть ничего сложного. Угу. Вот. У вас получается с одной стороны вот такая картина. А с другой стороны, видите, вы захватили вот эту вот арочку. И она получается вот такая вот. Все. Далее после веерочка делаем что? Точно так же, как мы провязали веерочек. Одна воздушная петелька. И перепрыгиваем в следующую арочку нашего веерочка и захватываем беленькую, да, молочную арочку. И провязываем точно так же. 3 столбика с накидом. Раз. Формируем веерочек. 2, 3. Одна воздушная петелька. И сюда же опять еще 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. 2 столбик с накидом. И 3 столбик с накидом. Не забываем делать по воздушной петельке между веерочками. Угу. И таким вот образом провязываем до конца ряда. Вот такая картина у вас должна по итогу получаться. Угу. Все, давайте до конца ряда. Несложно. Веерочки, веерочки, веерочки. В конце ряда я вас встречаю. Давайте у вас получится. Итак, смотрите, вот наши веерочки готовы. И заканчиваем мы ряд тоже столбиком с накидом. Помните, мы сделали 3 петельки подъема, да? Так вот, к третьей петельке присоединяемся, провязываем столбик с накидом. Все, оставляем нашу ниточку точно так же. Воздушная петелька, оставили. Переключаемся на молочную. Вот наша молочная. Есть. Смотрите, нам необходимо с вами как бы
вырастить немножко наш ряд, да, то есть беленькая ниточка должна быть у нас чуть-чуть повыше. Поэтому мы присоединяемся аккуратненько с этой стороны. Вот, видите, подтягиваемся вот к краешку, да, к столбику и делаем соединительную петельку. Есть. Далее 10 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. Здесь будьте внимательны. У нас все наши арочки должны быть только с одной стороны. Видите, здесь же первого ряда арочки нету. Он есть у нас, получается, вот как бы сзади, да? Поэтому мы сейчас провязываем точно такую же арочку и присоединяемся, вот, видите, ниже стоящий ряд розовый, вот, мы присоединяемся именно к этому ряду и провязываем соединительную петельку. Так, и соединили. Оп, и все. То есть как бы единственная сложность данного узорчика. Все. У вас получается арочка получается за розовыми вашими веерочками. Опять 10 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И точно так же присоединяемся. Вот видите, вот между веерочками, вот воздушная петелька. Только мы идем, как бы заходим сзади. Вот так вот. Оп. И соединительная петелька. Угу. Вот. Когда мы перевернем на лицевую сторону, вот что у нас получается. Вот, смотрите. Получается, вот наши первые молочные арочки, а вот наши вторые молочные арочки. Провязывайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, вот смотрите, вот так выглядит, получается, у нас данный ряд. То есть у нас не видно белых арочек. Переворачиваем на другую сторону. Вот. Ниточки, получается, у нас все с одной стороны сейчас скопились, да? Вот наши беленькие молочненькие арочки. Дальше переключаемся опять на розовую ниточку. И розовая ниточка это у нас что? Правильно, это у нас только лишь веерочки. Итак, одну воздушную петельку мы уже сделали. Так, сейчас подтянем, чтобы нам было удобно. Еще делаем 2 петельки подъема, то есть итого получается 3. И точно так же провязываем, только теперь у нас получается арочка будет перед нами. Захватываем молочную арочку в центр веерочка и провязываем точно так же. 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Воздушная петелька. И сюда же еще 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Угу. Вот наш веерочек. Воздушная петелька. И опять переключаемся к следующему веерочку и захватываем, получается, спереди молочную арочку. Все. Раз, два, три. Воздушная петелька. И сюда же. Раз, два, три. Воздушная петелька и так далее. Понятно? Вот, ваша задача какая? Розовая ниточка, в моем случае розовая, да, будет провязывать только лишь веерочки. Веерочек, остановилась. Далее, молочной ниточкой опять поднимаемся чуть повыше, да, и провязываем точно так же. Арочка, 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 арочка. Здесь у нас оставалась розовая ниточка. Возвращаемся обратно опять. Веерочек. Дальше молочная арочка, 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 арочка. Веерочек. Угу, поняли? Все, не сложно? Не сложно. Самое главное, вы для себя поняли, что с этой стороны у вас будут арочки, да? Получается, это будет лицевая сторона. А это будет изнаночная сторона. На изнаночной стороне арочек у вас не будет видно. Понятно? Все, как бы вся сложность данного узорчика. Ну что, увеличим наш образец на несколько рядочков. Да, видите, ниточки мы не отрезаем. То есть ниточки у нас все в целости и сохранности. Все, увеличиваем наш образец, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая получается красота. Это лицевая сторона, да? Ну, естественно, это будет изнаночка, видите? Вот так вот. То есть не видно здесь наших молочных вот таких вот арочек. Провязывайте одним цветом, провязывайте 2, 3 цветами. Будет очень интересно. Провязывайте любыми ниточками, да, то есть это будет тоже здорово. Это может быть летний топик, это может быть маечка, это может быть шарфик, снудик, это может быть кардиганчик. Вы можете вязать, получается, веерочки могут у вас смотреть наверх, да? А может быть у вас будет изделие, когда веерочки у вас будут смотреть вниз. Тоже здорово. И смотрите, я, получается, закончила вот таким вот образом. То есть я просто соединила столбиками без накида. Здесь были воздушные петельки.
по количеству столбиков, которые мы пропускали. Мы пропускали здесь 5 столбиков. Я, естественно, делала 5 воздушных петелек. И получается, возвращалось, сколько воздушных петелек, столько столбиков. Сколько воздушных петелек, столько столбиков. Если вам не нравится вот именно как так заканчивается, да, то есть я показывала в многих видео, что вы можете нырять не в арочку, а в саму петельку. Будет намного аккуратней. Ну а также вы можете сделать веерочки наоборот. То есть вы можете присоединяться, делать 5 столбиков, да, вот таким вот образом, и одной верхушечкой их соединить. Соединили верхушечкой, сделали 3 воздушные петельки, да, присоединились. Опять 3 воздушные петельки, и вот так вот 5 сделали столбиков с одной верхушечкой. Все, и у вас будет как бы такой дырочки не будет. Можете так сделать, а можете просто пройти столбиками. Столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом, да, то есть он будет длинный. Потом полустолбик с накидом, столбик без накида, столбик без накида. Все, и у вас точно так же закроется, да, получается веерочком. Веерочек ваш, как бы дырочка такая, треугольничек, и будет здорово. Либо можете оставлять так, на ваше усмотрение. Смотрите, узорчик получается вот, чуть-чуть тянется, вот так тянется чуть побольше. Вот, давайте замерим. Если получается я здесь набирала 30 воздушных петелек в этом узорчике, если это же плотность вязания, этот же крючок, например, да, это же пряжа, например, то это в моем случае будет 15 сантиметров. Вот такой вот небольшой образец. Ну и тут получается, будем что считать? Ну, как бы один ряд, да, веерочки. Веерочек 1, 2, 3, 4, 5, 6 веерочков. 7 последний ряд и первый наборный 8, да. То есть вот именно непосредственно вот эти вот арочки, ну, как бы смысла нет считать. Так, 8 рядочков. Вот такой сегодня малюсенький узорчик. Ну, практически 11 сантиметров. То есть узорчик компактненький. Узорчик интересный в копилочку ваших узорчиков. Что вы можете провязать данным узорчиком точно так же? Это может быть летняя сумочка пляжная. Может быть, может быть. Это может быть юбочка. Представьте, вот так вот ее перевернете, у вас будет такой подол, да? То есть тоже может быть, может быть. Жилеточка и так далее. Кто вязал данным узорчиком что-либо интересное, рассказывайте, пишите в комментариях. Нам тоже будет интересно, почитаем. Какую пряжу использовали. Кто не вязал, давайте подкидывайте идеи. Тоже интересно будет посмотреть, как этот узор будет выглядеть в разных вещах. Итак, надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно пишите комментарии, подписывайтесь, кто еще этого не сделал, впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, самый верхний колокольчик, чтобы был темненький. Так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, а также нажимайте на плюсик под видео. Так вы можете сохранить себе видео, да, и посмотреть в любое удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.